Всем привет! Ну что, в преддверии католического Рождества нет повода не съездить в Нью-Йорк. В этом выпуске мы с вами побываем в музее знаменитого ситкома «Друзья», отобедаем в русском ресторане на Манхэттене «Мари Ванна», побываем на Таймс-сквер и, конечно же, увидим главную елку Нью-Йорка. Оставайтесь с нами и, как говорится, полетели! Мы остановились в самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене, в отеле DoubleTree от Hilton. Наш номер был на самом верхнем этаже, что открывало нам завораживающие виды на Манхэттен. Сейчас мы вам это покажем. Потолки просто бомбические. Кровать. И тут люди. Здесь нас встречает Нью-Йорк. Да, к сожалению, встретил нас Нью-Йорк дождем. И не особо завораживающие кадры получились. Поэтому мы это все сейчас быстренько отмотаем и окажемся в том же месте следующим днем. Ну вот, совсем другое дело. Тем временем дело подходит к обеду. Поэтому мы берем наши зонтики и направляемся в русский ресторан «Мари Ванна». Хорошо, что он находится достаточно близко, в 10-12 минутах ходьбы. Ресторан «Мари Ванна» специализируется на классической русской кухне, которую вы можете поесть как внутри ресторана, так и заказать доставку. Также в ассортименте меню имеются как различные алкогольные напитки, как мы видим, настоечка, так и безалкогольные, квас, морс, чай. Также хороший выбор десертов. Интерьер, я бы сказала, оформлен в домашнем стиле начала XIX века, где вы можете увидеть кружева, книги, куклы и разные диковинные вещицы. Ну, время идти за стол, начинать трапезу. Из напитков мы заказали морс, Мари Ванна шпиц и коктейль Петр Великий. На горячее нам принесли борщ со сметаной, бородинским хлебушком и смальцем. Вы только посмотрите, какой он наваристый. Да, на это даже смотреть вкусно. Но, да-да, всегда есть но, о котором я вам расскажу в полном выпуске сюжета об этом ресторане, который скоро выйдет. Поэтому не забываем подписываться и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить. Ой, это вкусно. Реально вкусно. На второе я заказала себе котлету по-киевски, как в старые добрые времена. А мой супруг заказал биф-строганов. А на десерт нас уже не хватило. Да и нужно было уже идти навстречу новым впечатлениям. А именно в музей популярного и всеми любимого американского сериала «Друзья».
Но для начала нужно было выстоять 45-минутную очередь под дождем. Как видите, это место очень популярно. Just so you know, it's not that common. It doesn't happen to every guy, and it is a big deal. Как вы, наверное, уже догадались, я истинный фанат этого сериала. Я получила море незабываемых впечатлений. В этом музее вы можете прогуляться по воссозданным съемочным площадкам и увидеть различные оригинальные костюмы и другой реквизит сериала. Помните эту индюшку? А вот свадебное платье Фиби. Только на ней оно смотрелось намного красивее. А это безумный наряд Рэйчел для эпизода, в котором она играла подружку невесты. И вот мы оказываемся в гостях у Моники. Здесь у нас выход на балкон. Кухня Моники и знаменитый Thanksgiving Dinner. Трайфл, сделанный Рэйчел из фарша, джема и взбитых сливок. До сих пор не верится, что я там побывала. И вот мы уже в гостях у Джоуи и Чендлера. Декорации все точь-в-точь, как были в сериале. У кого еще такой антиквар был? А может, и до сих пор есть? Phoebe's taxi.
There is no more hands. People took away her hands. Криповые куколки. И вот мы добрались до Central Park Cafe. Но это уже совсем другая история, которую вы сможете увидеть в полном ролике, посвященном этому музею. Над ним уже ведется работа. Поэтому не забываем подписываться на наш канал. Ну что, айда на елочку. Поехали! Вон она, красавица! И пока мы к ней идем, я вам расскажу немного фактов об этой елке. В этом году выбрали ель высотой 24 метра. Возраст дерева составляет примерно 80-85 лет. Ширина 13 метров, а вес 12 тонн. На этой елке установлена гирлянда из 50 тысяч разноцветных светодиодов на проводах длиною около 8 километров. Конечно же, мы еще пофотографировались. И вот мы идем на звук завораживающей мелодии. И там карусель грез от Dior. Dior превратил 10-этажный фасад универмага Сакс на 5-й авеню в Нью-Йорке в праздничную карусель грез, которая стала одной из самых эффектных инсталляций в истории культового нью-йоркского универмага. Инсталляция представляет собой огромное колесо шириной около 35 метров, вдохновленное коллекцией Dior Cruise. Колесо украшено классическими символами Dior, такими как звезды, клевер, знаки зодиака и цветочные мотивы, создавая сказку. А сейчас мы с вами направляемся в туристическое сердце Нью-Йорка и самое посещаемое место Большого Яблока. И это Таймс-сквер. Площадь Таймс-сквер известна своей чрезмерно яркой ночной иллюминацией и обилием ярких электронных рекламных билбордов на всем своем протяжении. Таймс-сквер является самой узнаваемой площадью Нью-Йорка у туристов всего мира, а также самой посещаемой туристической точкой города, которую ежегодно посещают более 50 миллионов человек.
Похоже, что сегодня был парад Гринчей, но мы его пропустили. А сейчас мы направляемся к знаменитой красной лестнице Times Square, но, к сожалению, из-за того, что идет дождь, на нее никого не пускают. Возможно, уже были случаи. Подскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся гипс. Ну вот в этих целях ее и перекрывают в дождливую погоду. Идем на заветный знак Starbucks, чуть-чуть погреться и выпить кофеечку. Ну и в принципе сегодня был очень долгий день, мы устали, находились, поэтому мы уже готовы возвращаться в наш отель. Мы подумали, было бы, наверное, неправильно не показать вам хотя бы несколько кадров из ночного Нью-Йорка. И вот уже рассвет, город просыпается и готовится к новому дню. Доброе утро в Нью-Йорке. Кофе есть, любимый рядом. Буквально в квартале от нас мы обнаружили очень симпатичное место для завтрака – Bagel Pub. Очень большой ассортимент бейгл-сэндвичей для завтраков. Вы только посмотрите, это все разновидности сливочных сыров. На любой вкус и цвет. Окей, пришел завтрак наш. Что тут у нас? Бейгл. Бейгл. Бекончик, авокадо, сыр, яичко и бейгл. И вот такая вот типа драник наш, Давай. или драник. А у меня тоже драник есть. А здесь То же самое. одинаковый, да? здесь? Опа. Вау, яичко аж прям вот Еще? свеженькое такое. Еще взяли фисташковый маффин поделиться. Вау, а кекс в подарок, да? Офигеть. Кексик в подарок. Кофе есть. Хорошее настроение тоже есть. Поели, пора бы и прогуляться. Ну, как же можно побывать в Нью-Йорке и не сделать шопинг? И мы отправились в Macy's. Macy's – это самый большой универмаг города. Насчитывает 11 этажей, но мы осилили только 4. Рождественские витрины привлекают огромную толпу во время праздничного сезона, а в часы пик мимо витрин проходит более 10 тысяч человек. Ну посмотрите, какая красота, не правда ли? Конечно же, мы сейчас еще зайдем вовнутрь, и там тоже все очень красиво. Еще голова вертится.
вот и пролетели наши сутки в Нью-Йорке. Спасибо большое за просмотр и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего интересного. И не забывайте, сегодня будет хороший день.